Бездомная собака вытащила женщину из автокатастрофы и протащила ее более 200 метров, чтобы спасти ей жизнь. Эта бездомная собака, которая всю жизнь подвергалась жестокому обращению от людей, не раздумывая, пришла на помощь. Наша сегодняшняя история произошла в Мадриде. Дженнифер — 40-летняя замужняя женщина с 2 детьми. Все, кто ее знал, говорили, что она отличный человек, хорошая мать и жена. Однако, как и у всех людей, у нее был один недостаток — животные. Домашние питомцы для Дженнифер были неприемлемы, несмотря на настойчивые просьбы ее семьи завести хотя бы собаку. Дженнифер в детстве пережила травмирующий опыт. Соседская собака укусила ее за руку, когда она пыталась с ней поиграть. Скорее всего, эта собака была плохо воспитана. Но из-за этого случая Дженнифер начала испытывать неприязнь ко всем животным. Однако в этот день ее мнение навсегда изменится. В то утро все шло как обычно. Она попрощалась со семьей, села в машину и поехала на работу. Был очень ветреный день. На высокой скорости она проехала первый поворот по извилистой дороге. На втором повороте ей не повезло, и машина съехала с дороги. Женщина вылетела с водительского сиденья на заднее и потеряла сознание. Очнувшись, Дженнифер обнаружила, что ее тело висит из заднего окна, а ноги все еще находятся на заднем сидении. Она чудом выжила в этой аварии, но еще не была в безопасности. Дженнифер поняла, что из-за деревьев водители проезжающих мимо машин не смогут ее заметить. Она могла легко умереть от полученных травм, если бы не получила медицинскую помощь. Ее телефон сломался при ударе, поэтому она не могла позвонить. Единственное, что ей оставалось, это молиться, чтобы кто-то пришел к ней на помощь. Ирония судьбы заключалась в том, что помощь пришла от одного из тех существ, которых она меньше всего ценила в этом мире. Спустя несколько минут после молитвы женщина увидела появление огромной черной фигуры. Как она позже описала в интервью, это была бездомная немецкая овчарка, которая часто подвергалась жестокому обращению от местных жителей. Макс когда-то принадлежал 50-летнему мужчине, который, к сожалению, умер от сердечного приступа, оставив 2-летнего пса без присмотра. В течение года бедная собака бродила по городу. Хотя некоторые соседи подкармливали его, все же многие относились к нему плохо, не зная, какое огромное сердце билось в груди этого создания. Собака услышала звук аварии и немедленно прибежала на помощь. Увидев машину Дженнифер, Макс быстро заметил женщину, зажатую внутри. Он сумел вытащить ее из машины и протащил по неровной местности около 200 метров до края дороги. Дженнифер не могла поверить своим глазам. Поначалу она пыталась избежать контакта с собакой, поскольку, как мы помним, она ненавидела животных. Но женщина не могла двигаться, поэтому ей ничего не осталось, кроме как позволить Максу тащить себя за капюшон. Не сдаваясь, Макс продемонстрировал свое большое сердце. Дженнифер была тронута силой и упорством собаки. Она почувствовала себя плохо из-за того, что раньше считала животных низшими существами, ведь этот поступок доказывал обратное. Позже Дженнифер рассказала, как она пережила этот опыт. Собака запрыгнула на заднее сиденье и подползла ко мне. У меня текла кровь, и он начала облизывать, чтобы очистить раны. Затем собака перевернула меня и начала тащить за капюшон. По словам Дженнифер, пес не сдавался, пока полностью не вытащил ее из машины. Затем он оттащил ее к краю дороги, где ехали другие машины. Он встал посреди дороги и начал лаять, чтобы привлечь внимание водителей. В этот момент к ним подъехала машина. Дженнифер попросила позвонить ее мужу и вызвать скорую помощь, прежде чем она во второй раз потеряла сознание. Затем женщину отвезли в больницу. К счастью, она отделалась небольшой травмой головы, не потребовавшей хирургического вмешательства.
Проведя некоторое время в больнице, Дженнифер была отправлена домой на восстановление после ужасного происшествия. Тем не менее, все это время она не могла перестать думать о собаке, которая спасла ей жизнь. Ее мнение о животных начало меняться. Вспоминая аварию, она со слезами на глазах говорила, что умерла бы в тот день, если бы не Макс. Она послала мужа и детей на место аварии, чтобы найти собаку и накормить ее в награду за спасение. Но они так и не смогли его найти. Позднее, после выздоровления, Дженнифер долго искала эту собаку. Она узнала, что Макса отвезли в приют для животных, где он быстро стал известен и был усыновлен местным тренером по поисково-спасательным собакам. Макс прошел обучение и спас десятки жизней за последующие годы. Дженнифер искала его, потому что хотела лично поблагодарить за то, что он сделал. «Я не только хотела поблагодарить, но и усыновить его, чтобы он больше никогда не оказался на улице. Но я так и не смогла найти его до сегодняшнего дня», — говорит Дженнифер. Когда она, наконец, встретилась с Максом, то сказала ему, что он навсегда останется ее героем. Собака, казалось, узнала ее, весело виляя хвостом. Это было похоже на встречу со старым другом после многих лет разлуки, прокомментировала Дженнифер. Именно тогда она также узнала настоящее имя собаки, которую сама окрестила героем. Дженнифер счастлива, что Макс продолжает спасать жизни людей. Она говорит, что он предназначен делать это. Наверное, это его миссия в этой жизни. Так же, как он спас меня, я надеюсь, он сможет спасти еще многих людей», — заключила Дженнифер, пообещав, что будет навещать его, чтобы узнавать, как у него дела. «Мы надеемся, что Макс сможет продолжать свою миссию и проживет еще долгие годы». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.